Здравствуйте, Светлана Сергеевна. Спасибо большое, что вы пришли к нам на запись, на эфир. Рада представить врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Светлана Сергеевна. Расскажите, пожалуйста, в каких клиниках вы принимаете? Добрый день. Я работала раньше в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии, а сейчас работаю в частных клиниках. В клинике «Семейная», клинический госпиталь на Яузе и медицинский женский центр. Онкология и эндокринология. Насколько они близки и какие бывают виды онкологических заболеваний в вашей области? На самом деле злокачественное поражение может быть у любого эндокринного органа. Чаще всего мы встречаемся с раком надпочечников, адренокортикальным раком. Могут быть такие хитрые варианты поражений не отдельных органов, а тканей, но при этом гормонально активных, как гастриномы, випомы – это группа нейроэндокринных опухолей. Но чаще всего мы встречаемся с раком щитовидной железы. Вы в профессии 14 лет. Скажите, пожалуйста, вы лично встречались с онкологическими пациентами, и чаще всего это история с положительным или отрицательным концом? Безусловно, я встречалась с такими пациентами, но что касается рака щитовидной железы, это все-таки рак с очень хорошим прогнозом. То есть большинство случаев поражения даже злокачественной щитовидной железы – это история с счастливым концом, да, и с хорошим исходом. Какие тревожные знаки существуют у пациентов и у врачей при подозрении на онкологию? Для рака щитовидной железы, к сожалению, характерно достаточно бессимптомное течение. Его достаточно сложно заподозрить по каким-то признакам. Более распространенные формы рака, для них характерно ощущение какого-то комка в горле, что-то мешает глотать постоянно, может быть осиплость голоса. Но обычно пациент или врач замечает именно наличие узлового образования в области шеи. Это может быть просто визуально видно, или это может быть при пальпации, да, то есть когда врач исследует область щитовидной железы, пальпирует область шеи, это не обязательно эндокринолог, это может делать терапевт. И при пальпации есть определенные признаки, мы ощущаем какую-то неоднородность. Это вот такие первые симптомы. А если мы говорим про общее состояние при тяжелом каком-то варианте рака, то, безусловно, это снижение веса, это слабость, усталость, да, такая утомляемость, анемия, то есть какая-то бледность. Но это, наверное, симптомы общие для всех онкологических заболеваний. Как часто нужно посещать эндокринолога? На самом деле не обязательно часто посещать эндокринолога, если в рамках диспансеризации есть определенные анализы, и терапевт, опять же, проводит пальпацию щитовидной железы. Этого будет достаточно. При необходимости, соответственно, направят к эндокринологу. Если обнаружили тревожные знаки, какие анализы должен сдать пациент для того, чтобы поставить точный диагноз? Первый основной для нас метод в этой ситуации – это ультразвуковое исследование щитовидной железы. Да, безопасный, недорогой, доступный метод, который позволяет нам увидеть узловые образования в щитовидной железе, описать их характеристики, и даже на основании хорошего экспертного УЗИ иногда мы можем заподозрить злокачественность или доброкачественность узла. С точки зрения именно анализов, то мы просим пациента определить уровень тиреотропного гормона, то есть гормона, который регулирует работу щитовидной железы, и уровень кальцитонина. Это тоже один из гормонов щитовидной железы, который в данной ситуации выступает как онкомаркер для одного из вариантов поражения щитовидной железы. Лечение рака щитовидной железы, насколько это может быть долго и длительно? Лечение рака щитовидной железы в большинстве случаев сводится к успешному хирургическому лечению. То есть первым методом в основном является именно хирургическое лечение. Для крайне редких, тяжелых, анапластических, низкодифференцированных раков есть и химиотерапевтические методы. Для части раков щитовидной железы после хирургического лечения может быть рекомендовано проведение радиойодтерапии. А лучевая терапия? Лучевая терапия здесь не применяется, здесь неэффективно. После проведения ультразвукового исследования щитовидной железы мы определяем показания к пункционной биопсии, да, когда хирург тоненькой иголочкой берет содержимое узла, и мы под микроскопом смотрим, что за клетки или не клетки мы там видим. Я хочу подчеркнуть, что большинство узлов щитовидной железы – это доброкачественные неопухолевые состояния, то есть это коллоидный зоб,
который не требует никакого лечения, никак не влияет на продолжительность жизни. Поэтому всем подряд делать УЗИ в попытке найти что-то страшное абсолютно неэффективно, потому что в большинстве случаев мы найдем незначимые изменения. Мгм. Часто мы сталкиваемся, особенно в последнее время, часто сталкиваемся с тем, что люди начинают бояться рака и боятся заболеть. Насколько часто это диагностировалось в вашем конкретном случае? 14 лет профессии – это правда много. Как часто вы встречали онкологических пациентов на своей практике? Пациенты с онкологией в эндокринологии могут встречаться в разных вариантах. Да? Например, после рака поджелудочной железы, который относится к онкологии общей, да, так скажем, но пациент может страдать сахарным диабетом вследствие поражения органа. Вот такой вариант тоже не исключен, такой вторичный сахарный диабет. Что касается рака щитовидной железы, то, безусловно, таких пациентов много. Они обычно хорошо, успешно пролечены. И здесь, наверное, стоит сделать акцент на том, что самое главное, если такой диагноз установили, то это найти хорошего опытного хирурга, у которого именно на области щитовидной, области шеи большой опыт хирургического лечения. То есть это такой ежедневный опыт. Потому что это будет залог успешного лечения и залог того, что осложнения встречаются минимально. И в большинстве случаев лично я сталкиваюсь не с пациентами плохо пролеченными, а с пациентами, которым успешно удалили рак щитовидной железы, но по тем или иным ситуациям у них возникли осложнения, когда поражается возвратный гортанный нерв, и у человека есть парез голосовых связок, или если задели околощитовидные железы, которые отвечают за обмен кальция в организме. Соответственно, возникает гипопаратиреоз после операции, и это тоже требует отдельного длительного лечения, пожизненного, в общем-то. Вот скорее с такими ситуациями мы работаем, потому что само лечение рака заключается в том, что направить человека к хорошему хирургу, да, с точки зрения, то есть эндокринному хирургу, но основная задача здесь наша в маршрутизации, так скажем. Ну и, наверное, своевременной диагностики, да? Своевременной диагностики, то есть если мы нашли случайно узловое образование щитовидной железы, иногда это бывает, когда, например, делают УЗИ сосудов шеи по поводу атеросклероза. Да, вот это как раз, наверное, скорее входит в некую такую расширенную диспансеризацию, там факторы риска, нужно ли принимать препараты для снижения холестерина, и делает УЗИ сосудов шеи, и специалист УЗИ обращает внимание, что, вы знаете, вам бы хорошо к эндокринологу пойти проверить щитовидную железу, потому что я рядом датчик увидел, что есть какие-то изменения. И тогда ключевым методом для нас будут результаты пункционной биопсии, что мы получим по этому исследованию, потому что мы сможем предполагать степень вероятности, злокачественности или, наоборот, успокоить пациента, что это состояние не опухолевое и не требует наблюдения. Средний возраст онкологического пациента в эндокринологии можно назвать? Если мы не говорим о наследственных формах, то это все-таки люди старше 50 лет. Конкретные цифры будут отличаться для разных форм рака. Но, опять же, если мы говорим о какой-то профилактике и попытке пациента именно избежать онкологии щитовидной железы, то здесь это принципиально важно для пациентов с какой-то наследственной семейной историей. Светлана Сергеевна, если мы говорим о пациентах неизлечимо больных, сложно для врача озвучивать это пациенту? Сложно это говорить? Конечно. Безусловно, сообщение плохих новостей – это очень такой травмирующий момент и для пациента, но и для врача. И, конечно, врач тоже испытывает эмоции, когда это вынужден сообщать такие вещи. Мне в специальности повезло в том смысле, что у нас большинство прогнозов действительно хорошие. Если ты с пациентом заранее обсуждал, какие могут быть варианты после лечения, то, конечно, это легче. И здесь очень важно, мне кажется, понимать вообще в проблеме сообщения плохих новостей. Очень важно понимать, что каждый пациент хочет знать разное. И очень важно у него спросить, а что вы хотите знать, что вас в первую очередь волнует в связи с этим диагнозом, в связи с этой новостью. Потому что, если уходить от узкой тематики рака щитовидной железы,
то кого-то из пациентов будет волновать, сможет ли он иметь детей, и пока он не услышит ответ на этот вопрос, он не будет воспринимать дальнейшую информацию про лечение, про таблетки, там, про что-то. А для кого-то, например, критично будет потерять голос, а ты даже об этом не знаешь, что у него по профессии вообще никак не связано с голосовой нагрузкой, и тебе в голову не приходит, что для него самое важное, это не будет ли осложнений на голосовые связки. А он на самом деле поет в хоре, это вообще единственная отдушина в жизни, и для него это вот критичный момент, и он будет выбирать любой вариант лечения только с минимальными рисками по этому вопросу. Поэтому здесь очень важно быть в доверии с пациентом, чтобы он тоже мог все свои вопросы задать. Очень позитивно по поводу возможности иметь детей по онкологии. Скажите, пожалуйста, у вас были случаи, когда люди, страдающими этими заболеваниями, могли потом иметь детей? Да, безусловно. Если в достаточно молодом возрасте успешно пролечен тот же рак щитовидной железы, то здесь практически не будет ограничений. Это очень хорошо компенсируемое состояние. Если мы говорим не только об онкологии как части эндокринологии, а в целом о вашей специальности как эндокринолога, с какими чаще всего заблуждениями пациента вы сталкивались? Любые. Мне кажется, что это чаще всего это что там диабет не лечится или остеопороз не лечится. Диабет не лечится, я слышала, кстати говоря, часто. Это То прям есть, вот неизлечимое заболевание постоянно, да. Да, но при этом это диабет, это не болезнь, а образ жизни, да, и сейчас есть современные методы лечения, то есть он лечится, он компенсируется, иногда даже излечивается. И в целом, когда пациент узнает любой диагноз, да, не онкологический, неважно, очень важно пациента успокоить, дав ему полную информацию о том, что это все сейчас хорошо поддается лечению, и на самом деле на наших глазах технологии развиваются, и то, что раньше считалось, что мы ничего не можем сделать, там, допустим, с анапластическим раком щитовидной железы, а сейчас разработаны варианты химиотерапии, которые что-то позволяют надеяться, да, на успех. Поэтому важно искать все варианты, владеть всей информацией. Спасибо большое. На самом деле первое интервью, первый опрос, и важно вот что в рамках проекта в целом. Положительный исход реален, возможен, и мы несколько раз уже это озвучивали. Спасибо большое, это действительно очень важно. Спасибо за участие, и будем надеяться, что эта информация будет полезна, интересна, и однозначно поменьше вам таких пациентов онкологических, да, побольше людей, которые действительно обращаются, но не часто. Спасибо Спасибо вам большое и желаем успеха в проекте. Спасибо, все хорошо.